Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы смотреть видео мастер-классы. А сегодня я предлагаю такой топ-разлетайка. Что значит топ-разлетайка? Вот так вот связаны две половинки впереди, ничем не сшитые, спинка цельная. На фотографии посмотрите, и вот такие пару полосочек внизу. То есть такая интересная моделька, многослойная, как сейчас модно. И в то же время очень простая. Предлагаю посмотреть, а если понравится, то и связать на лето себе такую вот необычную модель. Итак, я беру голубую пряжу. У меня будет трехцветная такая маечка, голубая, фиолетовая, и основной цвет будет серый. И набираем наши колечки. Раз, два, три сделаем, а не 4, как обычно, и столбик с одним накидом. Некрасиво, да? Значит, как всегда, 4 воздушные петли, 4, и столбик с одним накидом в первую петельку. Немудренный набор, всегда им набираем. Удобно считать. Раз, два, три, 4, и сразу обвязка красивая. И первый ряд, который вяжется столбиками с одним накидом, очень сложно вязать часто. Плохо видно, допустим, раз, два, три, 4. А в колечке вязать очень легко. Поэтому так и набираем. Набираем 2 части переда и 1 часть спинки. 1, 2, 3, 4. Потому что будет захлест. Спинка будет спинка, а впереди будет захлест. Поэтому набираем 2 части переда и 1 часть спинки. Набрали какое-то количество колечек, и узор у нас будет очень простой. 2 воздушные петли подъема, столбик с накидом и столбик с накидом. В каждое колечко мы вяжем галочку: столбик с накидом и столбик с накидом. Единственное, можно попробовать сделать воздушную петельку между галочкой, а так у нас будет все время галочка. Может, да, действительно, наверное, давайте так и сделаем. Одну воздушную петлю сделаем и галочка. То есть мы добавили воздушную петлю, галочку и между. Так будет интереснее. Надо попробовать на самом деле повязать с одной воздушной петлей и без. И посмотреть, как лучше будет. Я связала полотно. Вот это у меня первая полочка, вторая полочка и спинка. То есть я поделила на 3 равные части. Просто сложить 3 равные части. Вот, сложили. Первая полочка, вторая и спинка. Там, где у нас спинка, вот она спинка и спинка, мы выделили на пройму 3 узора в центре. Вязать не будем вот эту часть. Будем вязать от маркера до маркера. Спинка у нас будет такая. Вот. И вяжем первую часть нашей полочки. Вторая будет точно такая же. Вот, от маркера до маркера я выделила. Первый ряд провязала. Теперь вяжем обратную сторону. Что за зеленый маркер? Вот наша полочка. Мы ее делим опять на 3 части. Плечо, плечо и вырез. Вырез начнется вот с 2 маленьких маркеров. В центре мы 3 узора не вяжем. И до вторых маркеров мы будем делать убавление, такой скос. Вот. Задача провязать до зеленого маркера и обратно. Туда и обратно, туда и обратно. Это будет первая часть полочки. Вырез будет. И потом вторая часть.
То есть от маркера. Вот он у нас. Вязание разворачиваем. И в галочку, которая у нас есть, соединительный столбик вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, столбик с накидом. Это у нас такая галочка. И дальше столбик с накидом в воздушной петле и столбик с накидом. То есть мы вяжем галочку до маркера. Я провязала все галочки до маркера, который прям в самом центре нашей горловины. Последний столбик вяжу, воздушная петля. И теперь я, смотрите, столбик от галочки вяжу раз, не закрываю его. И провязываю один столбик. Теперь соединяю все вместе. Вот так вот. То есть делаю такое соединение, и в то же время центрально мы не вяжем. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. И так, воздушная петля. И столбик с накидом. Галочка. Опять вяжем туда и обратно. И в следующем ряду точно так же мы убавляем. То есть мы провязываем вот с этой галочки только один столбик. Я провязала туда и обратно, и опять мы подходим к горловине. Вот наша последняя галочка. Предпоследнюю мы провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и теперь столбик и столбик с нижнего ряда. Вот он. 3 столбика вместе. То есть мы с вами делаем уменьшение. Вырез горловины. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Довязываем нашу галочку. И идем дальше. То есть вот так несложно мы уменьшаем. Уменьшаем мы еще в следующем ряду раз уменьшим. И все, да? То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, то есть осталось только один раз уменьшить. И когда у нас останется 7 галочек, вяжем ровно. Ровно вяжем 20 сантиметров. Это у нас вырез горловины такой. Вырез проймы 20 сантиметров. Вот. Еще одну галочку берем и ровненько вяжем. Что у меня получилось? Я провязала одну половинку и точно так же я провязала вторую. Все, полочка у нас готова. Провязали, нитки отрезали. Теперь спинка. У нас стоял маркер. Пройму мы не вяжем. 3 узорчика, 3 галочки. Вяжем просто спинку туда и обратно, тоже от маркера до маркера. И в самом конце такой вот у меня получился вырез горловины большой. Почему? Потому что мы оставляем по 7 с одной стороны и 7 галочек с другой стороны. 4 ряда на спинке я сделала горловину. То есть ровным полотном довязала. Потом туда-сюда в обратную сторону ниточку отрезала и также плечо. Дальше у нас остается еще одна часть. Вот мы выделяли тоже пройму. Точно такая же половинка. Теперь наша задача на изнаночной стороне все это дело сшить. Где изнаночная сторона, понять сложно, потому что мы вязали не по кругу, а все везде одинаково. Вот, то есть теперь идея такая. Нам нужно сложить спинку. Вот у нас спинка. Наложить одну часть, первую полочку, и наложить вторую часть. Вот. То есть такая многослойная работа, многослойная моделька, что очень-очень модно. И осталось сшить только плечи. С одной стороны 3 штучки и с другой. Сшивать мы будем так, как они все одинаковые. Они по 7 у нас столбиков, по 7 галочек. Мы их все собираем. И
по верху прошиваем либо иголкой, петля в петлю, либо столбиками с накидом, без накида. Все, прошили с одной стороны и с другой. Больше шить ничего не надо. Все, после этого можно пройму обвязать с одной стороны и с другой, и можно горловину обвязать. И вот такая разлетаечка будет у нас готова. Я сшила плечи и обвязала горловину столбиками, полустолбиками и столбиками без накида. И точно так же я боковинки обвязала. Можно сделать резиночку, ну раз это топ, большую нагрузку не стала давать на резиночки, это же не жилет. Вот, то есть у нас шли здесь галочки по краю. Я в каждую галочку связала 2 полустолбика. И все. А сверху столбики без накида. Так вот аккуратненько сделала. В итоге получилась вот такая разлетайка у нас. Вот. Потому что вот здесь же мы ничего не сшивали. Такая вот идея на фотографии. Посмотрите. И вот так вот будет такой как бы запах. Такая вот идея. Увидела в журнале где-то такую вязаную кофточку спицами. Думаю, почему нам не повторить крючком. Идея, мне кажется, интересно. Даже можно больше ажурчиков впереди пустить. Может, какой-то другой узор поинтереснее. Но пока идея такая. Связать самым простым узором. Это узор галочки. Но за счет интересности модели, я думаю, это будет и вязать просто симпатично, и носить интересно. Пишите в комментариях, понравилась вам идея или нет. И до новых встреч!